госдолг США 100% ВВП. У России этого госдолга то ли нет, то ли практически нет. Ну, им конец, она нет. Всем привет! Пожалуй, ничто так не беспокоит сердце российского охранителя, как госдолг США. Ведь в обывательском сознании нет более яркого и красноречивого признака финансовых проблем. В долгах, как в шелках, так с пренебрежением говорят о человеке, который не может свести концы с концами. Он лишен всяких перспектив, поскольку вынужден отдавать кредитору всю зарплату в счет постоянно растущего долга. Вот и дядюшка Сэм не сегодня, ни завтра пойдет по миру и, наконец, раскается и признает величие России. Либералы, на поверку, оказываются немногим умнее, утверждая, что большой долг – признак высокой эффективности американской экономики. Вот доллар, как ни странно, как только в мире происходит какая-то нестабильность, люди бегут и покупают американские облигации. Вот так это устроено. И обеспечен он тем, что есть понимание, что в Америке есть конкурентная рыночная экономика, а также независимый центральный банк, а также независимые суды. Но на деле, как обычно, все намного сложнее, и аргументы каждой из сторон являются слишком поверхностными и часто просто не соответствуют действительности. Начнем с базовых определений. О каком долге, собственно, идет речь? Здесь большинство не утруждает себя академической строгостью. И понятия государственного, внешнего и национального долга часто используются как синонимы. Но это неверно. В самом общем виде долг целой страны можно разделить на внешний и внутренний, а также на государственный и частный. Так, в США на конец 2018 года государственный долг составил почти 22 триллиона долларов, а частный долг компаний и домохозяйств – 40 триллионов. При этом внешний долг, то есть обязательства перед нерезидентами, составил 19,7 триллионов, а внутренний – 42,5 триллиона. Особую теоретическую значимость имеют две формы долга – государственный и внешний. Американский долг растет стремительными темпами, где-то в 70 раз за последние 50 лет, а его соотношение с ВВП страны увеличилось за это время в 2,5 раза. Возникает вопрос, почему так происходит? Кто и зачем так активно кредитует американское государство? Ведь накопленные обязательства уже настолько велики, что их просто невозможно вернуть. Госдолг составляет более 106% ВВП страны. Однако мало кто обращает внимание на его структуру. Больше четверти долга приходится на так называемые неторгуемые межбюджетные обязательства. Их держателями являются государственные фонды, пенсионный и несколько страховых. И государство может легко списать этот долг, не провоцируя паники на финансовом рынке. Еще 12% госдолга держит Федеральная резервная система. Она покупает долговые бумаги правительства и взамен выпускает новые, ничем не обеспеченные доллары. Еще 5% приходится на американские региональные органы власти. Иными словами, американское государство должно само себе почти половину от суммы всех обязательств. И лишь 28% долга, то есть 6,5 триллионов долларов, приходится на займы извне. Это эквивалентно 30% ВВП. Не очень много. Еще недавно Россия была одним из крупнейших держателей казначейских облигаций США, купленных на деньги из государственных резервов. Но под угрозой санкций эти активы были перенесены в другие страны. Например, в Китай, на чем Центральный банк в дальнейшем потерял почти 8 миллиардов долларов. Постоянно растущий государственный долг США почти ничем не отличается от классической финансовой пирамиды. Выплаты по старым долгам обеспечиваются привлечением новых обязательств. Поэтому долг и растет, однако в отличие от МММ, риск обрушения такой пирамиды довольно низок, несмотря на то, что все прекрасно осознают ее спекулятивную природу. И всеобщее доверие к системе обусловлено, конечно, не честными судами или конкуренцией, а тем, что американское государство имеет контроль над эмиссией доллара, в котором их национальный долг и номинирован. Вы знаете, что бы ни происходило в Америке, там не будет гиперинфляции, и там не будет конфискации ваших вкладов. Золотые слова. В Америке действительно не будет ни инфляции, ни конфискаций. Ровно потому, что они происходят по всему миру. Каждый новый необеспеченный доллар, выпущенный в ФРС и запущенный в систему госдолга США, снижает покупательную способность доллара по всему миру, вытягивая активы из людских карманов, государственных резервов и корпоративных депозитов.
В этой связи неудивительно, что стремительное расширение долларовой массы, которое значительно опережает темп роста ВВП США, не приводит к всплеску инфляции в Америке, а наоборот сопровождается ее снижением. Масштабные заимствования позволяют американскому государству покрывать растущий бюджетный дефицит. Он появляется из-за больших и постоянно растущих расходов. Например, всего за 4 дня Соединенные Штаты тратят на поддержку вооруженных сил столько, сколько российское правительство выделяет на развитие отечественного здравоохранения за целый год. Само собой, это обстоятельство вносит дополнительный вклад в обеспечение стабильности финансовой системы США. Но не только государство живет непосредством. Американский бизнес также успешно применяет эту модель. Долгие десятилетия внешний торговый баланс США закрывается со знаком минус. Ежегодно Америка ввозит товары и услуги на сотни миллиардов долларов больше, чем продает. Компенсировать эту разницу позволяет постоянно растущий приток капитала, который увеличивает внешний долг как государственный, так и частный. В 2018 году он составил 19,7 триллиона долларов. Это позволяет США с выгодой участвовать в отношениях неэквивалентного обмена, где страна получает от мира больше, чем отдает ему. Но чтобы такое стало возможным, надо, чтобы другие страны, наоборот, больше отдавали миру, чем получали взамен. Угадайте, кто принадлежит к их числу. Все это наводит на простую мысль. Большой долг США и других стран центра мирового капитализма – это не следствие, а скорее причина их благополучия. И, конечно, никаких проблем в связи с ростом внешней задолженности они не испытывают. Проблемы возникают скорее у нас, ведь это из наших, в том числе российских кирпичей, сложен фундамент западного благополучия.